на событиях Великой Отечественной войны. Перед ними только один соперник – собственные возможности. Время ограничено. Всем привет! Это интернет-реалити «Пережить, чтобы помнить». Новые 6 участников и новые испытания. Ребятам предстоит почувствовать на себе то, через что прошли наши прадеды 80 лет назад в первые месяцы Великой Отечественной войны. Четыре дня участники идут к общей цели. Каждый день их ждет новое испытание и выбор капитана, от которого зависит успех всей команды. Артем меня зовут. 23 года. Я, в принципе, в армию пошел, чтобы себя испытать. Тут опять челлендж такой «Выживи 4 дня». Меня зовут Макс, я блогер, предприниматель. Живу в Москве, сам из небольшого поселка Челябинской области. Меня зовут Елизавета, мне 21 год. Я учусь в социальном университете на организатора мероприятий. Меня зовут Максим, мне 22 года, я блогер. Меня зовут Артем, мне 24 года, я из Петербурга, переводчик с французского языка, и я играю на скрипке. Меня зовут Ангелина, я сейчас живу в Москве, занимаюсь блогингом, это Инстаграм и ТикТок. Ну что ж, добро пожаловать в реалити-шоу, где события, о которых вы, возможно, раньше читали в учебниках истории, видели в фильмах, становятся настоящими. Ну что, готовы испытать свои силы? Да. Да. Так точно. Так как вы не совсем хорошо знакомы друг с другом, пообщались буквально пару часов, вам сейчас нужно будет выбрать командира. Каким образом мы будем это делать? Я предлагаю, чтобы каждый назвал имя того человека, которого считает подходящим на эту должность. Я предлагаю сразу определиться, что Макс будет Макс, а Макс будет Фит. Да. Да, нормально. Да. И у нас два Артема. Эрнест и Артем. Давайте так, Эрнест, твоя кандидатура, кто будет командиром? Артем? Артем, хорошо. Макс? Макс, Угу. Гель? Макс. Фит? себя поставлю. Окей. Артем. Неплохо. Макс. И Макс. Ну, большинство за Макса, да, поэтому Макс становится командиром. Когда я понял, что не меня выбрали капитаном, я, наверное, думал о том, что все равно мне придется во многом отвечать за многие штуки. Я понимал, что где-то, наверное, я опытнее в походных делах, что где-то я там, физически выносливее, сильнее. Максим, получай здесь, ну, собственно говоря, раскрывай, и ты поймешь, что там задания на 2 команды. В зависимости от того, какие будут задания, тебе нужно будет разбить, кто будет в каждой из команд, какой будет численный состав, решать тебе. Можете вместе подойти сейчас, посмотреть все задания, может быть, какая-то консультационная помощь. Задача номер 1. Заготовить 6 кубометров леса диаметром 300 миллиметров, доставить его к будущей переправе на автомобиле ЗИС, как это делали саперы 16-й армии генерала Михаила Лукина. Красота, короче. Задача номер 2. Недалеко от лесной делянки найти удобное и безопасное место. Разбить лагерь, построить шалаши, используя жерди и брезент. Обеспечить жизнедеятельность всего отряда, подобно отряду Сергея Гришина. Макс, как ты решил разбить команды? Давай тогда разделимся, что вы с Лизой вдвоем отправитесь в маленький лес вот, выполнять второе задание. О, хорошо, на давай. жилище. Ты как Мы же Тему возьмем да. с собой и пойдем уже тогда валить лес. Макс достаточно хорошо распределил нас в целом. И я считаю, что это было правильно. На выполнение задания у вас будет 6 часов. Понимаете, да? Итак, до начала первого дня второго пула 3-го сезона остается 3, 2, 1. Начали! Ну что ж, испытание началось. Не знаю, справятся ли ребята, настрой, по крайней мере, у них очень оптимистичный. Они думают, что выбрались на загородную прогулку. Сейчас они поймут, что все не так. О, есть веревка. Здесь все для приготовления еды, я так понимаю. Блин, топоров нет, что ли? Вот если это зажигание, то... Нет, это ты газ нажимаешь. Я думаю, что вот. А А это нет, что? хотя подожди, не, ну-ка нажми только что.
Больше всего меня сегодня впечатлила машина-полуторка, потому что я первый раз в жизни вообще ездил в такой машине. Вообще не знал, что еще такие машины на ходу есть. Это прям раритетная, классная тачка. На самом деле я считаю, что вот если бы я и в Москве на такой перемещался, то это было бы, наверное, лучшее, что могло быть, наверное, за день. Потому что я ехал бы как король просто всех дорог. Подожди, по карте я не могу понять. Мы сейчас вообще Смотри, где-то вот здесь стоим. Вот здесь, да. Ты надо вон туда, в лес идти прям. Ну, Да, думаешь? нам сильно не поможет. Не, Нет, почему? там же Подожди, тут мы и в углу мелкий стоим. лес, Мы и что, мы крупный, здесь стоим? мелкий вон там Почему мы подальше, были вот крупный здесь? вот здесь. Вот и в угол Правильно. приехали, вот угол. Найдем место для лагеря. Тём, там как? Здесь мы не пройдем. Давай быстрее. Очень много времени тратится на какие-то мелочи, на какое-то обсуждение, хотя на самом деле ребята уже по таймингу, который мы держали у нас в голове, уже должны приступить к валке леса, а они еще даже не добрались до лагеря. Непонятно. Стоп, стоп! Ударь. А, и вот река рядом, да, это супер удобно. Давай весь стройматериал тоже. За это время мы просто покатались, даже не поняли, где будет лагерь, даже еще не решили ребята, где будут рубить лес для того, чтобы делать плот для завтрашней переправы. А что если два человека, которые должны заниматься лагерем, будут искать это место, а остальные четверо уедут уже рубить лес для плота? Так логично же. Мы поедем четвером. Они вдвоем справятся за 6 часов, они смогут его построить. Не до конца разобрались в местности, как что правильно подобрать для того, чтобы выполнить задание. Мне кажется, он немножко терялся, да? Допустим, когда нужно взять ответственность, типа, сказать, так, вы делаете то-то. Я тоже не все понимал, и мне хотелось, типа, разобраться. Так, нужно тем поставить задачу эту, тем эту. А как бы и все вот такой немножечко хаос был, когда нужно было отправить кого-то на жилищник, кому-то сказать, иди там, неси ящики, принеси, допустим. Мы в лагерь. Мы идем лагерь искать. Так, слушай, есть ли смысл идти дальше? Нет, вот мне кажется, как раз вот смотри, вот полянка просто в центр. То есть не прямо здесь на дороге, потому что здесь все видно. То есть, ну, либо сюда. Просто ближе к деревьям, думаешь, стать? Ну, типа, да. Ну, можно сюда, конечно. Что стало? Здесь остановимся. Лес у нас здесь, осина здесь у нас вон стоит. Рубить мы и тут будем. Нам сколько диаметр нужен? 30, да? Парни? Да. Вот. Значит, нужно подрубать. Нужно вот сюда падать, правильно? Да, прямо. Значит, здесь нужно подрубать топором, а здесь мы подпил делаем на 30 сантиметров выше. Что, пробуем? Место под заготовку бревен выделено специалистами в зоне санитарной рубки. Ни одно здоровое дерево от рук участников проекта не пострадало. Отходим. Еще дальше, пацаны. Артем и Макс, они пилили такой двойной пилой туда-сюда, а я брал топор, просто топором рубил эти бревна. У меня просто руки вот так вот, они топор сжимали и просто разжать не мог, я вот так вот разжимал. На территории Белоруссии и Смоленской области в тылу у немцев действовал один из самых известных партизанских отрядов «13», который возглавлял лейтенант Сергей Гришин. Он отличался мобильностью. Партизаны часто меняли места базирования, жили в простейших укрытиях, шалашах, навесах и землянках. Благодаря этому отряд 16 раз героически выходил из окружения противника. Когда я приехал сюда, я не понимал точно, что меня ждет, потому что, может быть, это будут такие съемочки, да, какого-то художественного характера, и мы будем 2 раза рубить топором, там бегать на перегонки по какому-нибудь болоту, и после этого будем приезжать в отель, там мыться, спокойно отдыхать. Я не знал, что я буду просто вот в этой походной полувоенной жизни.
Пошло! Отходи. Вань, Вань, Вань! Но гели мы сначала не нашли задачу, вот там полчаса или в час, просто геля стояла, мы ей не дали задачу как парни, да, потому что была мужская работа. Когда впервые мне сказали делать из сосны полено, я думаю, ну ладно. И я пошла делать, а забыла, что вообще нужны перчатки и так далее. Не попросила, и у меня начала расходиться кожа на пальцах. Просто понимаешь, у нас же еще речь идет про еду и все такое. Ну, именно продуктов мы пока не находили. Так, все, я пошла на разведку. Иду куда-то в очень интересное место. Да что такое? Лиза! А! Еще родник должен быть, помнишь? Так, там есть тропинка. А вот там. Я что-то нашла! Но, мне кажется, что здесь есть что-то вкусное. Я могу готовить, наконец-то, и сейчас я, наверное, сварю перловку с луком. Когда нет еды, в принципе, можно съесть все, что угодно. У меня все ноги в крапиве, меня изжалили просто все насекомые, которые могли. Это было так далеко, то есть как бы ведущий нам сказал, ну как бы вот она где-то здесь. А где-то здесь оказалось где-то через пару километров, наверное, от изначальной точки. Сейчас, погоди, погоди. Ты сразу отбегай, понял? Да. Отбегай. Нет, это на другое плечо. Я есть. На правое плечо кладем. Пошли. У меня просто грыжа, пацаны. Я не особо люблю такие нагрузки на позвоночник. Ну, и реально офигел от этого, потому что никогда в жизни даже не мог представить, что я, в принципе, там пойду топором и лопатой ручной вот этой парной что-то буду пилить, вот эти гигантские деревья. Давай, раз, два, три. Вот самое важное в команде не думать о том, что, блин, как бы там сфилонить или как за меня кто-то другой сделает. Не думать о том, как бы не переделать. Вот когда там один несет, прям бревно не может. Подходишь к нему и просто и делаешь. Так же тебе помогут, и тогда начинается какой-то такой командный дух. Тащи, тащи, тащи. Давай, толкай на него. Пожалуйста, пусть они едут сюда, пожалуйста. О, боже. Мы нашли место, и я нашла еду. Еду что значит? Там есть крупа, есть хлеб, есть лук. И, ну, собственно, из этого нужно будет приготовить еду. Но для этого вам нужно привезти и разгрузить полевую кухню сначала. Короче, Макс, отвозим брусья, едем за туда кухней, и забираем и сюда. вывем кухню, дальше потом обратно, и до талого рубим деревья. Команда А решила оставить Гелю с командой Б на приготовлении пищи. Хлеб, перлов. Потому что с пищей, надеемся, она справится лучше, чем с рубкой леса. С рубкой леса она не справилась вообще. Поднимешь куда-то, ты что, Давай, посмотри давай, на помогай себя. мне. Давай. Давай. Потихонечку только. Давай, начать. Вот я в армии торпеды так. Максон, давай, таскал. И мины, которые по 200 килограмм. По поводу Артема, он такой чувак, который уже в армии был, постоянно рассказывает, там мы в армии таскали дофига
всяких 60-килограммовых там мин, не знаю. Это все 4 бревна? Поехали за полевой кухней. Пацаны, прыгайте быстрее. Посмотри, Таня упадет. Не вывалит. Пацаны, кто видит полевую? Чуть правее. А, вон вижу, все. Пацаны, давай все вместе. Еще не поднялась. Все, стой, держи, держи. Быстрее. Она упадет, да? Нет? Конечно, гораздо легче было бы привести полевую кухню на полуторке, но полуторка здесь не развернется, она не сможет выехать обратно. Поэтому было решено тащить полевую кухню на руках. Место знает. Сейчас бегаешь, Макс? Да. Бегом давай. Парни поняли, что втроем они не справятся, позвали на помощь четвертого, но даже вчетвером это невероятно тяжелая штука. Я не понимаю, как они это делают, а у них впереди еще лес. Много леса. Повыше, 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 повыше. Зацепился. Стоп. Мы сейчас пойдем все вместе туда. Ребят, которые здесь втроем останутся, они хворост заберут, а мы поедем дальше. Все, парни, пошли. Я просто офигевал. Я офигевал, то, что от себя, от того, насколько я вот сделал задание, потом надо делать еще, я дальше делаю, надо делать еще, я дальше делаю. И как бы я офигевал от того, насколько сложное задание, и нужно продолжать это делать. Фу, ладно. Лес валить, да. Ну, как бы ничего простого в этом нет. И даже сейчас нужны часы, тысячи часов тренировок, чтобы это казалось таким обычным, простым делом. Лес во время войны играл первостепенную роль. Из него строили укрытия, дзоты и блиндажи. Особое значение лес имел при форсировании водных преград. Саперы сооружали из бревен мосты, а если на это не было времени, плоты, понтоны и паромные переправы. На плотах саперы умудрялись переправлять даже 30-тонные танки. Казалось бы, обычный топор, но на самом деле в руках умелого, а главное храброго воина, он моментально превращается в смертельное оружие. 13 июля 1941 года боец пулеметной роты Дмитрий Овчаренко близ местечка Писец Хмельницкой области вез на повозке своим товарищам патроны и был остановлен машиной, в которой было полсотни немецких солдат и 3 немецких офицера. Один из офицеров выхватил у Дмитрия винтовку и начал вести допрос. Дмитрий оттолкнул его, у него в повозке был топор и 3 гранаты. Взяв топор, он зарубил немецкого офицера, машину закидал гранатами, нейтрализовав еще 21 немецкого солдата. Дмитрий собрал документы, патроны и вернулся в расположение своей части. Вот таким опасным оружием ребята валят лес. Пошли искать воду. Супер, хорошо. И, ну, короче, да, просто если... Давай сразу возьмем во что мы... Да, давай. Эти котелки. У нас команда образования очень быстро идет, потому что мы с Лизой отлично ладим, то есть мы распределяем прям обязанности. Парни тоже, мы когда пришли, было видно, что у них там один отвечает за стратегию, один отвечает за то, чтобы сбегать, принести. Вот, то есть я считаю, что мы вообще очень классная команда и у нас большие перспективы. А там вот слева у тебя нету ничего? Там такая тропиночка небольшая.
Макс, топор по-любому нужен. Один за другим из строя вышли 2 топора, что, конечно же, потенциально увеличивает время прохождения испытания, если в принципе не делает это невозможным. Чем хуже мы поработаем сейчас, тем больше нам придется работать потом. Поэтому чем больше мы будем работать, даже если у нас не получается, нужно забивать на это, на все и продолжать дальше работать. Только благодаря этому мы в следующие дни сможем намного быстрее все закончить. Ура! Мы его нашли! Уху! Я не буду набирать полный, потому что если наберу полный, мы с ним не дойдем. Да. Самое яркое впечатление сегодня — это, наверное, когда мы воду нашли, потому что мы ее очень долго искали. Надо ее как-то через тряпочку процедить, наверное, и потом обязательно прям хорошо прокипятить. У нас, пацаны, 12 бревен. Таким темпом еще мы просто реально просто такой, как лимон, выжились, все соки вышли, и потом мы уже чисто на характере были, что-то там делали. Сколько вы с того дерева? Вы с этого дерева все вытащили? Еще 2. Еще 2. С того дерева 3, того 1, 6 еще. В любом случае, вот где-то там какие-то моменты мы пытались, да, вот силы все-таки сберечь немножечко, да. Но, по крайней мере, вот я даже сейчас стою, у меня так уже голова пошатывается, я думаю, что я вот как будто вот так вот уже шатаюсь, на самом деле, ну, голова чуть кружится. Давайте салфетками оботремся, нет? Заводи ласточку. Раньше люди, мне кажется, были чуть крепче, потому что они жили в деревнях, они кололи дрова, они таскали воду, и, естественно, у них какие-то вот, ну, как бы навыки физической подготовки для жизни в деревне, они были. Как насчет того, чтобы немножко покопать? Не хочешь? Покопать? Покопать. Зачем? Один копает, делает. Так правильно, я качаю женскую энергию. Я уже полгода занимаюсь тем, что качаю женскую энергию и оставляю всю мужскую работу мужчинам. Мне это очень сложно дается. Когда я пытался вбить основания для нашего тента, под которым мы будем спать, точнее для тента девочек, а в это время Ангелина сидела на печке и рассказывала мне ее задача сейчас это вдохновлять меня, чтобы я хорошо это сделал, и что она с ней очень хорошо справляется. Я подумал, не важно, что я подумал в этот момент, важно, что я очень хорошо вбил эти колышки. Так, я пойду сполосну тазик. Сейчас нам нужно будет процедить воду, получается. Туда, куда мы ходили? Нет, вот сюда, к реке. Ну, просто, типа, потому что он какой-то грязный, я не знаю. Садить в него воду — это странно. Вот здесь ямка будет. Сильнее газани. Давай, больше газику давай. Зачем нужен фитнес вообще? Зал какой-то. Можно просто пойти совершенно бесплатно заниматься вырубкой леса. Основное условие успеха команды — это всегда взаимопонимание и поддержка друг друга. Когда мы выполняем определенное задание, мы всегда должны понимать, что мы работаем не одни, только для себя. Если другие себя не жалеют, то и ты себя тоже жалеть не должен. Сейчас нам нужно примерно прикинуть, сколько здесь, с округлением в меньшую сторону. Ну, плюс-минус, то есть сейчас, ну, грубо говоря, есть ли половина работы, вот хотя бы вот это вот? Ну вот я думаю, берем 0,3, умножаем на количество бревен, все.
В августе 1941 года шли кровопролитные бои под Смоленском. Противник разбомбил жизненно важные переправы через Днепр, а брод, который лучше всего подходил для нового строительства, немцы постоянно обстреливали. Саперы 16-й армии генерала Лукина отыскали новое место для переправы и своими силами навели ее, что позволило всей армии выйти из окружения. Нередко для борьбы с партизанскими отрядами оккупанты использовали авиацию. Самолеты противника выслеживали места расположения партизанских отрядов и бомбили их. Не исключением стал и наш отряд. После очередного авиаудара мы прощаемся с нашим транспортом. Как теперь ребята будут доставлять бревна, неизвестно. Взрывается машина. А я просто такой, я ж на самом деле напугался такой, я аж погрузился такой, там реально на войне, я такой, уф, машина взрывается, такой сразу побежал за дерево, встал, типа, Честно, я как тормоз стоял, так просто повернулся, посмотрел, даже с места не сдвинулся. Парни так отскочили. Я, может, просто где-то в облаках летал, я думал о кубометрах леса. Когда произошел взрыв, мне хотелось упасть на колени и закричать, просто вот за что мою просто старую Матильду убили. Она же могла еще ездить и ездить, особенно если бы я за ней следил. Со спичками на фронте всегда было очень туго, особенно на вражеской территории. Ну, сами понимаете, зажигалки – большая редкость в то время, а трофейные зажигалки появились только ближе к концу войны. Поэтому наши партизаны разводили огонь старым дедовским способом, при помощи огнива. Я когда-то читала сказку про кашу из топора. Мне кажется, что вот сегодня я готовлю именно ее. Там нужна еще вода? Слушай, ну она может понадобиться, но... Или это пить оставим? Пить? Ну, по идее, да, она на питье должна пойти. Но ее тоже надо прокипятить, чтобы пить. Я приготовила всем ужин. Я реально первый раз готовила в полевой кухне. Это просто вот что-то, ну, то есть это на самом деле очень сложная история, потому что как на электрической плите там нельзя убавить, прибавить. Там вот все как бы такой очень сильный огонь, и нужно как-то на нем что-то пытаться вот приготовить, еще и не спалить, потому что ну, как бы оставить команду без еды было бы слишком бесчеловечно. Смотрите, кто к нам пришел. Привет, ребят! Вау! Как дела? Кто же это? Кто же? Какие-то очень сильно позитивные, а у нас пока нечего есть, негде спать. Объективно, то есть там был один человек, и один человек не мог его построить, потому что это в целом невозможно. Плюс у него еще было очень много задач. Когда я пришел в лагерь и увидел, что каша не сварена, жилище там не поставлено, много ничего не готово, я не стал сразу на кого-то накидывать. Это самое... Гель, помешаешь, пожалуйста, кашу? Максон, это... Так, отсюда? Гель. Откуда Гель, пахнет? ты Откуда сейчас удобно? мне это самое в помощь идешь. Макс с Артемом, принесите, пожалуйста, все, что там есть. Это самое. Я пошел делать шалаши наши. Мои мысли надо как можно быстрее достроить и пожрать все. Нитку мне нарезай, пожалуйста. Ну, то есть понятно, что не было смысла кричать, там, ругаться как-то на ребят. Просто нужно было в свои руки там все взять и начать просто им помогать, насколько это возможно. Да. А сегодня тут не получится втроем спать? Четвером. Спали, наш объем уменьшится все равно. Да я говорю, вот здесь никто не ляжет. Ну кто вот здесь посередине ляжет? Будет достаточно нам усталости, чтобы при данных условиях отрубиться, выспаться, несмотря на комаров, на жару и на все такое, чтобы завтра у нас наши ресурсы позволили нам действовать. Итого, все, ребят, 6 часов, которые мы вам давали на прохождение испытания, они закончены. Давайте пообщаемся. Все ли вы успели сделать, что планировали? Если не успели, то
что не получилось, а если сделали больше, чем собирались, то расскажите, нам будет интересно послушать. После того, как разделились, задание полностью, первое и второе, у нас не получилось выполнить. Первое, по неопытности, потому что мы не совсем разбирались в лесу, взялись за ту работу, на которую потратили много времени, в итоге не очень все получилось. А что конкретно не та работа? Не по тем деревьям пошли. Вот, так сказать. После чего переключились, да, и за то же время сделали работу в 3 раза больше. Эрнест, что вы успели сделать? Из того, что не успели, мы не успели заготовить дрова на следующий день, но это не так долго. Вот. Еда почти готова, спасибо. Уже все помогали. Не знаю, нужно ли нам было поесть, мы не успели. Я думаю, завтра мы, когда проснемся, уже наверстаем сегодня, просто поглубже подумаем, потому что не представляли, что у нас будет. А завтра уже поймем, что нужно будет делать. Ну, уже есть какой-то объем работы на завтра, который вы понимаете. Да, уже есть понимание, что нужно завтра сделать, и поэтому плюс новый объем работы. Подкрепиться, поспать, подумать, поговорить, сделать максимальный тимвай, потому что у нас под конец вообще работа очень хорошо пошла. То есть мы уже молчали, просто работали, мы уже интуитивно друг другу понимали, кто что лучше делает, тот тем и занимается. Ну, хорошо, это вам, на самом деле, очень сильно поможет завтра, потому что вы будете действовать под руководством другого человека. Я за здоровую конкуренцию, в принципе, так и будет, потому что сказали, что каждый себя попробует в роли командира. Я готов стать командиром, если уважаемая команда даст мне такую ответственность. Я сделаю все, чтобы в этот день мы работали слаженно. В 2 раза больше вы могли бы сделать, если бы сразу действовали правильно. Посмотрим, какой будет завтра день. Да. Все, пока. До завтра. Давайте, удачи. Удачи. Караван идет на восход, все, что случится, тоже пройдет. Каждый шаг опыт, запиши на свой счет, время не ждет. Каждый день сопромат, ночью на бодрых, утром помят. Куча наивных, что ищут свой клад, в итоге прогнутся, как Понтий Пилат. Голоса в голове мне сказали кричи, и я верю им вновь на то сотни причин. И слова мои тишину режут ночи, открывая замки, подбирая ключи к сердцу того, кто остался один. Помни, у нас еще все впереди, пока вера горит, ты не победим. Мы все размотаем, все порешим. Пережить, чтобы помнить, ты добро, а не похоть. Дорожить своей верой, пока есть мы, этот мир не потерян. Пережить, чтобы помнить, ты добро, а не похоть. Дорожить своей верой, пока есть мы, этот мир не потерян. Пережить,